Всем привет, вы на канале Foticus, и сегодня я покажу вам, как добавить свой набор лутов в DxO Photolab. И делать мы это будем нестандартным способом, потому что стандартный способ нас не устраивает. Стандартным способом можно только по одному, и все вперемешку в пользовательскую папку. Меня же, я думаю, и вас это не устраивает, и я нашел способ, как добавить сразу сборники и по папочкам, чтобы все это было по красоте и удобно. Как это сделать, я вам сейчас покажу. А пока подпишись, ставь лайк и начинаем. Итак, первым делом заходим в папку программы. Находим папку Loot внутри. Заходим в нее. Здесь у меня уже есть много паков, которых я добавил до этого. И сейчас на примере добавления еще одного я покажу, как это делается. Поначалу у вас будет только вот эта вот часть. Берем, я хочу добавить commercial, копируем, вставляем. Но одного копирования нам будет недостаточно. Нам нужно прописать это в скрипте. Вот, по умолчанию у вас будет только два скрипта, премиум и стандарт. Чтобы создать еще один, просто дублируем какой-нибудь из них, подписываем его соответствующим названием. И открываем в текстовом редакторе, который вам ближе. Я использую Notepad, советую вам. Он удобен для многих функций. Первое, что мы видим, это display name, это то, как он отображается в программе. Переименовываем. Цветовое пространство. Здесь указано sRGB, но если эту строчку убрать, цветовое пространство можно будет устанавливать и менять в программе. И это даст вам больше маневра для редактирования. Вот, идем дальше. Здесь у нас files. Здесь у нас перечисляются все файлы коллекции с новой строки. Поэтому идем. Смотрим, что у нас, сколько здесь файлов. У нас 51 файл. Копируем полное имя с разрешением файла. Здесь я выделю, чтобы было быстрее. Вот так вот. Первая десятка, которую я продублирую 4 раза. А здесь у нас будет 51. 51. Теперь я их дублирую 4 раза. Все, мы поменяли все файлы. Но еще одна важная деталь, без которой все это не заработает. Если бы наши файлы лежали в той же папке, что и этот скрипт, как и стандартные наборы, то на этом можно было бы все закончить. Но чтобы все файлы были по папочкам, по коллекциям, то наш пак тоже лежит в папке, и ее нужно прописать. Так как у нас пак commercial и лежит в папке commercial, нам нужно все это сделать. Но чтобы не нумеровать это все по отдельности, все это очень долго, Notepad можно сделать так, попроще. Выделяем ключевой фактор, который уникализирует эту строчку в начале. Идем, нажимаем Ctrl-F, замена, и прописываем сюда нужное. Так как у нас в начале черточки, мы их не забываем. Слово commercial, слэш, и возвращаем C. Главное не забыть убрать галочку зацикленного поиска, потому что здесь мы сейчас поставили курсор отсюда, и оно пойдет вниз и заменит только здесь. А если мы не уберем отсюда галочку, то оно пройдет по циклу и заберет также вот здесь. А здесь нам не надо ничего менять. Теперь делаем заменить все. Ага, одну пропустила. Ну, да, мы, короче, спустились на одну ниже. Ничего страшного. Вот так вот. Теперь у нас готовый скрипт. Мы можем его сохранять. Программа предлагает предзапуститься в режиме администратора, потому что это системная папка. Изначально можно было бы запустить Notepad от имени администратора, но если мы этого не сделали, то программа это предлагает. Окей. Перезагружается и сохраняем. Все, теперь нам нужно перезагрузить программу, чтобы все подтянулось. Итого, заходим, проверяем. Наша loot панель. Вот наша коммерция появилась. И все. И вот, так как мы убрали строчку с указанным цветовым пространством, мы можем это теперь делать вручную.
выбирать здесь удобное нам чистое пространство, в котором мы хотим работать. А если бы мы не убрали ее, то было бы вот как в другом паке. Вот было бы так, заблокировано. Loot Core Space, Build-in, встроенное. Кому как удобнее, можете оставлять, можете убирать. Это уже на ваш взгляд. Сильных изменений оно не даст, но каких-то маневров, может быть, кому-то пригодится. Вот и все. Теперь вы можете добавлять в DxO Photolab свои луты и организовывать их как душе угодно. А если это видео принесло тебе пользу, то поставь лайк и напиши в комментариях, какие луты ты будешь теперь использовать. Это будет хорошая благодарность за мои старания, чтобы видео набирало популярность. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Сергей, удачных кадров и до скорого!